Ну чё, народ, погнали! Просто как из пушки. Насколько современные петарды мощные. Мы, как и разрушители мифов, постоянно пылесосим интернеты в поисках какого-то уникального контента, и нам на глаза попалось вот это видео. Он затушил его. И неплохо жмыхнуло, да? Два вопроса у меня сразу возникает. Во-первых, из какого сорта фольги делают эти капоты, что он стал мотору в обтяжку? Ну, это из области металлургии, поэтому не под Новый год же. А второй, неужели мякоть арбуза может нанести такой дамаг? Вот это уже интересный. Поэтому давайте разбираться. С вами Даня Крастер, лаборатория БНБ, и погнали! Вот, например, Корсар 1. Я в детстве усадил таких сотни, просто взрывая, кидая куда-нибудь в лужи или втыкая в собачье дерьмо. Знаете, в 90-х было не принято убирать говно за собаками в пакет, поэтому мы боролись с ним как могли. Вообще, из чего состоит эта петарда? Ну, давайте посмотрим, раскроем ее. Можно в разрезе посмотреть, но я думаю, так будет более наглядно. Высыпаем его немного, сминая. У нас идет черкашная головка, за ней сразу идет замедлитель. Есть еще варики с фитилем, но они тухнут в воде, поэтому всегда не очень котировались. Сразу за замедлителем у нас идет основной заряд. На какой он основе, я даже, честно говоря, не знаю. Но наши варианты с, допустим, тем же самым каким-нибудь алюминиевым порохом были мощнее, чем вот эти вот заряды в петарде. И сразу после него идет вот этот вот бетонирующий попочный отдел, который запаивает петарду, чтобы она была герметичная и бахала. В целом, основной хлопок у нас происходит из-за того, что вот этот вот пороховой заряд разрывает картонную оболочку. При этом, конечно же, вот эти две части запаянные, они еще разлетаются в разные стороны. И в целом, если пальцами держать не вместе, вот где он разрывается, а за самую жопку, вот так вот, никакого урона рукам не произойдет. Ну, сука, не повторяйте это. Ах, как же громко, блядь, в помещении, закрытые стоячие волны. Физика процесса такова, что волны от этого расширения расходятся в разные стороны, и из-за того, что воздух вот так вот типа колеблется, долетает до нашего уха, именно поэтому мы слышим громкий, сука. Именно поэтому мы слышим громкий хлопок. А если мы запрем все это давление в трубке с запаянным концом, у нас получается аннигиляторная пушка! Именно по такому принципу пушки и работают. Прежде чем перейдем к пушке, еще пару слов про маленькие слабые петарды. Я в детстве обожал вот такие связки, потому что они достаточно дешево стоили, но взрывать ее сразу это было кощунственным расточительством, потому что ее можно было распустить вот на такие маленькие петардочки и кидать их отдельно. Но у них был минус, о котором я и говорил. Фитили мы не очень любили, потому что они очень быстро горят. Ну и в целом можно было успеть их куда-то откинуть. По ощущениям, как будто не слабее первого. Жестко. Заодно сразу покажу, как эта херня ведет себя в воде. Безопасность. И стиль. Ну, видали? Фитиль тухнет. Но у нас есть другой фитиль. Какой-то профессиональный, который тоже купили. Ну как профессиональный? Специальный. Посмотрим, затухает ли он в воде. Будем на всякий случай знать для следующих экспериментов. Ебать, мать! Куда он делся? Ничего там не горит. Но это было немного опрометчиво, я вам скажу. Будем держать его пассажирами. На, смотрите-ка. Этот продолжает гореть. Короче, в хорошей обмотке они работают даже под водой. Запомним. Или он все-таки потух? Непонятно. Подлиннее возьмем. Да, он прогорел полностью, это просто обмотка остается. Ха. Хороший фитиль. Переходим обратно к пушке. Мы же про нее говорили, правильно? Будем стрелять шариковым подшипником и первым корсаром.
В натуре выстрелила? Слушайте, я попал в 8. Но сила такая, что не пробила даже, сколько здесь, 20 миллиметров пеноплекса. А слабо стреляет она, потому что газы пороховые успевают выбраться через вот этот вот шарик между стенками и шариком. И только потом выталкивают шарик. Поэтому сейчас мы чуть-чуть поменяем правила игры. Мы берем второй корсар, запихиваем фитиль заранее. И все это дело будем снаряжать картошкой. Любимый мой снаряд. Ой. Ну, как будто бы да. Сейчас либо да, либо нет. 1, 2, 3, погнали. Загорелся, чувствую. Что, по-моему, у нас все вылетело. И вылетело настолько, что пробило нашу мишень насквозь. Вы зацените, насколько сильно картошка ударилась. Ее просто распылило вообще на микроны. Кайф. А тут у нас дырдочка. Соответственно, когда у нас что-то вылетает из этой стороны, вся вот эта конструкция стремится по 3-му закону Ньютона в тудой. По этому принципу работают ракеты, которые мы сейчас и будем запускать. Вот наша ракета, вот наша пусковая площадка. Мы устанавливаем сюда заряд. Да, очки надо не забыть. Все оно... Я даже прям не знаю. Это раньше я в бутылке засовывал, крышкой закручивал, ничего не боялся. А сейчас как-то оно... Ну ладно, поехали. Еще очки потухли. Как по часам. Фокус удался, запуск считаю успешным. Капсула с полезной нагрузкой практически не претерпела никаких повреждений. Обратите внимание на бетонную жопку, которая здесь забетонировалась, даже можно сказать. В целом, в истории есть немало истории о том, как люди хотели полетать на чем-то очень быстро и очень далеко. Вот один из таких. Согласно легенде, которая не имеет точного исторического подтверждения, китайский чиновник по имени Ван Гу примерно в конце 14 века, в начале 15 века, во времена династии Мин, решил полететь в космос. Он привязал к своему стулу 47 пороховых ракет, приказал своим слугам одновременно поджечь все ракеты, и что случилось дальше, несложно догадаться. После громового взрыва Ван Гу исчез, просто растворился, типа аннигилировался. И согласно легенде, он погиб, но его попытка считается одним из первых в мире примеров экспериментов с ракетными летательными аппаратами. Но он-то сделал все неправильно, он-то просто не умел. Именно поэтому мы сейчас отправимся на полигон и сделаем из бочки настоящий летательный аппарат, который я, собственно, и возглавлю. Эй, бич, зацени мой твич. Ну чё, народ, погнали на... И вперед! Пи***ц вы ведетесь. 15 лет с вами вместе, а вы все не привыкнете к нашим подкам. К следующему эксперименту. Ну чё, давайте начнем с классической кастрюли и достаточно мощной петарды GF КР. Уф! Страшно, блядь! Запущено! Сколько она? Метров 30, наверное, пролетела. Разлет составил 1 метр. Кастрюля достигла апогея. А мы продолжаем. Ну, если ты такая мощная, отправишь ли ты в путешествие тазик? Давайте заценим. Он как раз немного вогнутый у нас.
Сука, никогда не перестанет быть веселым. Ну что же, теперь начнем веселиться. В прошлых петардах у нас было 3 грамма заряда. Вот в этих мразях 45 грамм. 15 раз больше получается. Мне, если честно, сракотно до ужаса. Но я все равно это сделаю. Заряжаем, поджигаем. И съебаем. Я бы не хотел с ракой оказаться на этой бочке в момент взрыва. Ты посмотри, ее открыло снизу. И она сама по себе еще тяжелая. На ней 5 слоев краски, ее все равно вынесло наверх. Типа она очень тяжелая. Это не обычная бочка, это какая-то старая там уже жесткая. Ее все равно открыл, посмотри. Просто как консерву вообще по шву. Ебаться можно, это очень мощные петарды. Это максимально разрешенное. Максимально разрешенная петарда у нас. Пока пацаны все подготавливают к следующему эксперименту, я сделаю небольшую подводочку, чтобы мы могли, ну, так сказать, насладиться физическими процессами. Есть такая штука, как гидроудар. Это когда в закрытом каком-то контуре у нас идет волна энергии по воде, а из-за того, что вода не сжимается, она очень сильно еборит там по всяким соединениям и разрушает их, что не очень клево. Есть еще такой эффект или явление, которое называется кавитация. Он разрушает, между прочим, грибные винты всяких моторных лодок и кораблей. Его можно наблюсти в бутылке. Смотрите, что у нас происходит. Я сейчас ударю по бутылке, и у нее выбивает дно, как у меня после острых крыльев. Что, собственно говоря, произошло? Почему она разрушилась не сверху, где я ударил, а снизу? В момент того, как я ударил, вода по инерции осталась на месте, бутылка вместе со своим дном пошла вниз, вода внизу у самого дна расширилась, закипела, и из-за того, что в этих пузырьках был вакуум, верхний столб воды резко ударил по дну, и поэтому его выбило. Соответственно, когда петарда находится на воздухе, хлопок расходится волной во все стороны, в 3D, и воздух может сжиматься. Это одна история. А когда мы всю эту штуку помещаем в воду, которая не может сжиматься, получается, что вся вот эта масса, которая окружает петарду, она начинает резко расходиться в стороны. И что произойдет с ведром, давайте посмотрим. Что мы тут, просто так, что ли? Я даже вспышку видел через очки, у меня прям затушить успела. Типа такой... Пум! Но зацени, как сильно раскрыло ведро. Может быть, мы еще с ведром попробуем и просто там, типа, без воды ее положим, чтобы посмотреть на результат. Я уверен, что он будет не такой жесткий. Ну, тут, конечно, ведро говно, но кастрюлю и тазик, который мы запускали вверх, им вообще ничего не было. А ведро просто раскрыло как консерву. Я ставлю, что вообще ничего не будет, максимум дно погнет, вогнет. Впуклое ставь, выпуклое. Короче, заебало. Вот. Вот это звук. Как вы можете заметить, оно абсолютно вообще целое. Ну, в одном месте развальцевалось чуть-чуть, конечно. Но оно целое. Оно даже герметичное до сих пор. Вот такая вот хуйня, вода. А теперь самое интересное. Проверить, что будет с ванной, в которой мы засунем... Это был не самый мощный, а в ванну мы засунем самый мощный корсар, который у нас есть. Потому что когда я в детстве привязал первый корсар к напильнику и положил в ванну в пятиэтажке, у меня со стен попадала плитка. Посмотрим, что будет здесь. Ох, что-то сыкотно мне как-то. Ну, эксперименты требуют опасных решений. 30 грамм заряда у корсара, камень и целая ванна воды. Погнали! Сваливаем подальше.
Давай за защиту, Леха. Страшно аж отсюда. Будет неплохой пух. Интересно, GoPro хоть жива там вообще? Треск сахарного безе. GoPro-шка, ты жива? Подожди еще немного, у нас еще пару экспериментов, ты должна продержаться. Все, про что мы сегодня поговорили и что продемонстрировали, подводит нас к главному вопросу. Насколько разрушительна сила арбуза с петардой? Потому что у нас же здесь тоже вода, плюс еще какая-то корка, все это надежно упаковано, и в момент взрыва все это начнет разлетаться в разные стороны. Поэтому здесь мы установили манекен, чтобы посмотреть, какие опасности его поджидают. А для того, чтобы внедрить арбуз, мне надо немного поковыряться в нем трубой и провести небольшую операцию, так сказать. Выдружаем Корсар, как будто для этого прямо сделан. Ой, у меня звездочки в голове из-за того, что я дунул в трубу. Поджигаем и погнали! О, у нас вся GoPro в говне. Вот, зацени. Ему руки оторвало, и он весь вообще обдриснул. А мощная петарда какая. В арбузе она вообще в ад превращается. Пахнет как арбузная жвачка. Ага, Сникерс, корсаровый арбуз. Ну и что же. Давайте теперь пробовать направлять этот взрыв. Не правда ли? Но для этого надо вернуться в мастерскую и кое-что сварганить. В оригинальном видосе арбуз просто лежал на капоте, даже ведром не прикрыли. Но этого хватило, чтобы капот стал похож на вакуумную упаковку. А что тогда будет, если направить всю мощь арбузной жижи в одном направлении? Для этого мы решили сварить пирамиду из 10-миллиметровой стали, чтобы арбуз стал чем-то наподобие кумулятивного заряда. Да, конечно, принцип действия там немного другой на самом деле. Кумулятивная струя образуется из-за специальной воронки, которая по мере взрыва заряда направляет его в одну точку. Давление в ней может доходить до сотен тысяч атмосфер, поэтому прошивает она вообще все. Но из арбуза у нас вряд ли получится создать именно такое давление, а вот направить его потроха в одну сторону звучит вполне реально. Арбуз поместим в центре и засунем в него самую мощную петарду из всех, что у нас есть. Так что выкручиваем сварочник на максимум и завариваем пирамиду со всех сторон. А этот фланец под болтовое соединение оставим на сладкое. Самый главный вопрос на сегодня: можем ли мы сделать направленный арбузный взрыв? Проникающая арбузная струя, кумулятивный арбуз. Ну, вы поняли. Давайте запихивать и смотреть, что будет. Мне, честно говоря, не терпится. 30 грамм пороха, ну или какого-то там заряда, я думаю, нам помогут. Бахнем. Ну, я за нашу защиту спрячусь. Страшно. Даже смотреть страшно. Надеюсь, камеры выживут. Нихера себе, блядь. Смотри, этот продрест. Ну, типа, это не проникающий получился, но довольно-таки направленный. Он вообще весь ушел. Арбуз, ты посмотри, просто вообще ничего не осталось. Я не вижу ни грамма арбуза вокруг. Просто какая-то... Что это? Арбузовая тканька. Не, ну покрасила знатно. Но не пробила. Хотя смотри, вон кусок семечки. Он как будто прошел насквозь. Сзади повреждение. А, смотри!
Посекло, короче. Кожурой арбузной посекло насквозь мишень. Пи***ц. Я бы рядом с этой вообще не хотел бы стоять. Ну что, еще разок бахнем? Повторяем наш эксперимент, уж больно классно бахнуло. Ну-ка еще разок. Запихнуто. Мы в этот раз поставили манекен, смотреть, что с ним произойдет. Ну и фитиль-то какой большой. Можно уходить как крутой парень, медленно. Да, я успею. Арбузный дождь заказывали. Ух ты ж, блядь, какой-то просто как из пушки, какая страшная херня, пиздец. Тейп впечатала в мишень. А этот парень как у нас поживает? Окатан арбузным фрешем. Ну, без повреждений, я хочу сказать. То есть струя у нас не такая и тугая получилась, как мы думали, может быть. Посекло побольше. Мишень, ну тоже типа арбузная корка прошла насквозь. Ладно, у нас в загашнике еще одно решение, которое мы сейчас испробуем. Погнали. С открытой конструкцией, как вы можете заметить, не очень-то кумулятивно получилось, потому что, ну, широко как-то. Возможно, не хватает воды в полном объеме всей этой штуковины. Непонятно. Напишите в комментах, как можно эту всю историю улучшить. А мы придумали единственный метод, который может поспособствовать выходу, так сказать, горячей арбузной струи. Это закрыть заднюю стенку и пропустить все это дело через 30-миллиметровую трубу. Погнали. Что мы медлим? Правильно? Страшно мне, блин. Сейчас болты с гайками полетят, сварка лопнет, я даже не знаю, что произойдет. Куртка осталась. Блять, моя куртка там, ёбаный в рот. Еще гореть. Сука, я лучше спрячусь, да. Что-то как-то дым не выходит. Не хочется к ней подходить. Вообще, вот это самая страшная хуйня. Типа, когда зажгли, и ничего не происходит. Неужели фитиль отмок? Сука, ну как так-то, а? Ну, давайте ждем 5 минут. Сука. Ну, а что поделать, бывает. Вот это самая тема. Да, запалили, и непонятно, что происходит, и подходить нельзя. Один манекен же сидит, смотрит. Прям на линии. Сейчас как расслабься, как и Minutes later. Переделали сетап, сейчас будем запускать с кнопки электрической. Смотри, что делаем. Я подключаю, нажимаем и уходим. На. Шпынь. Пластину выдавило по краям очень сильно. Ну, я уверен, что нам сейчас надо подставить таз, когда мы будем это дело откручивать, и слить арбузный фреш. А здесь у нас на мишени я вижу куски контактов от электроспички, которые сюда воткнулись. О, даже так. И обдало арбузным фрешем. Ну, что я могу сказать? Пока пацаны все это разбирают, вы можете предложить, как улучшить кумулятивный арбуз в комментах. С вами был Даня Крайслер, команда БНБ. Увидимся, как и всегда, через 2 недели. Заходите не по уведомлению, а по зову сердца. Пока.